Привет, я Настя, и вы у меня на канале. У нас абсолютно новый формат. Сегодня я буду дегустировать тунца. У меня стоит задача выбрать идеальный тунец, который подойдет к моему идеальному салату нисуаз, который я просто обожаю. А для этого мне просто необходимо попробовать легендарные португальские консервы с большой историей. Я живу в Португалии, на маленьком острове посреди Атлантического океана, на Мадейре. И тут грех жаловаться на количество и качество консервированного тунца. Ведь, по сути, консервировать рыбу именно в жестяных банках придумали здесь, в Португалии. Но об этом я расскажу чуть позже. Сегодня для нас будут важны два критерия. Первое – это качество, а второе – цена. Моя проблема, когда я прихожу в магазин, глаза разбегаются от разнообразия консервов. И я не знаю, какие выбрать. Тем более, что цена на них разнится от 1 евро до 4,5. Когда возникает необходимость сделать небольшой салат, то возникает проблема, какой тунец лучше. Психология так устроена, что нам кажется, что то, что дороже, то и лучше. Поэтому сегодня мы проведем слепую дегустацию. Я не буду знать, какие консервы сколько стоят и к каким фирмам относятся. Ну и тем более я не буду знать, какая из консерв в какой упаковке. Безусловно, нам кажется, что то, что выглядит более стильно и более красиво, в сравнении с этой, по крайней мере, будет лучше. Так ли это? Сейчас проверим. Тем более, как оказалось, все консервы делаются из одного вида тунца. В чем же тогда разница? 90% всего производимого консервированного тунца в мире делается из тунца полосатика, и лишь только 10% из более премиальных видов, таких как желтоперый тунец. Первая и самая дешевая – это баночка торговой сети Пингадос. Произведена ими. На упаковке не сказано, откуда они берут сырье. Единственное, что указано – сорт, из которого производятся данные консервы. Полосатик. Ну и цена за такую баночку – евро 16 центов. Вот эти консервы, я знаю, что это консервы с историей, но они в подсолнечном масле, и поэтому они также недорого стоят, евро 31 цент. Тут надо честно признаться, что у меня есть некое предубеждение перед подсолнечным маслом и перед консервами, в которых оно делается. Хотя это один из самых старейших брендов, которые представлены в нашей сегодняшней линейке. Компания Павера, которой принадлежит бренд Минерва, была основана в 1938 году. Символом бренда стала богиня мудрости и совершенства Минерва. Тем самым производители убили двух зайцев. С одной стороны, они взяли запоминающийся логотип, а с другой стороны, логотип говорит сам за себя – качество. Следующее по дороговизне – консервы Бон Петишку. Они стоят евро 80 центов. Это также один из старейших португальских брендов консервов. Основаны они в 1962 году. Владельцы этого концерна начинали свой бизнес еще в конце 19-го, начале 20 века. Вообще, вся рыбная промышленность того времени концентрировалась в Альгарве. По мере развития и роста рыбной промышленности тунец становился все более и более популярным. Кроме того, он становился все более и более доступным для обычных людей. В итоге это привело к тому, что стали меняться пути миграции тунца. И компания Бон Петишко стали первыми, кто перенес все свои заводы по производству на Азорские острова, где они работают до сих пор. Честно признаюсь, что когда я выбирала консервы Бон Петишко, сначала не хотела брать эту банку. Только когда я прочла, что производится на Азорах, мне стало любопытно и интересно, именно поэтому я и выбрала эту банку. А так дизайн меня, честно говоря, не очень устраивает. А вот это консервы Вашка да Гама. Стоят они евро 98. Дизайн мне нравится. Изображен корабль, на котором Вашка да Гама совершал свои кругосветные путешествия. И мне интересно, что открывашка находится не как обычно посередине, а как-то вот так вот интересно сбоку. Ну, по крайней мере, на других банках это не так. И на упаковке написано, что содержит омегу-3 и протеин. Бренд Вашка да Гама один из самых молодых. Компания была основана в 1994 году. И изначально вся маркетинговая стратегия этой компании была нацелена на экспорт португальских консервов по всему миру. Таким образом, мы понимаем, что
Нацелена эта компания скорее на внешний рынок, чем на внутренний. Тем не менее, они также продаются в португальских магазинах. Ну и сейчас мы подошли к брендовым, почти что люксовым консервам. Стоит эта баночка 2,48. Почему мне кажется, что именно эти консервы должны быть очень хорошего качества? Потому что компания Gala специализируется на производстве оливковых масел и всей продукции, которая с ней связана. Компании больше 100 лет, но только в прошлом году они открыли линейку рыбных консервов. Неожиданным образом в этом был замешан ковид. Именно в ковидные времена люди стали больше покупать рыбных консервов, и компания поняла необходимость производства своей собственной линейки рыбных консервов. На упаковке написано, что тунец был выловлен на Азорах, но кто добывает его, какой компании сырье они используют, ничего не сказано, а масло, безусловно, их производство. Ну и самые дорогие из тех консервов, которые я купила в этот раз, эта баночка стоит 3,26, а это 3,65. Отличаются они тем, что это произведено в Extra Virgin, а это в Extra Virgin Biologica. Упаковка сразу вызывает доверие, потому что на ней изображен человек, который в Португалии более чем известен. По сути, это человек, который придумал консервировать тунца. Францишко Родригес Тенорио стал основателем консервной промышленности в Португалии и основал свой первый завод в Альгарве в 1880 году. Сейчас этот бренд принадлежит крупному концерну, который также базируется на Азорских островах. Ну и мне самой будет крайне любопытно, получится ли у меня отгадать, где обычное масло, а где биологически чистое. Ну и сейчас я с нетерпением жду слепую дегустацию, когда мне выложат все экземпляры на тарелочки и я буду пробовать. Друзья, прежде чем мы продолжим дальше, я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мне это крайне важно. Если вам понравился этот формат, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях и предложите свои варианты дегустаций. Ну что, друзья, передо мной 7 тарелочек, везде тунец. Пока чисто визуально могу сказать, что масло по цвету у всех разное. Сами кусочки у кого-то больше, какие-то поменьше, у кого-то вообще такая труха-труха. Приступаем. Номер 1. Но я как бы совсем не чувствую запах оливкового масла. Я просто знаю, что у меня одно должно быть подсолнечное. Но и подсолнечного я тоже не чувствую. Так. Что хочу сразу сказать по цвету и консистенции. Цвет, наверное, стандартный, как у любого консервированного тунца. Кусочки довольно мелкие, хотя попадаются и вот такие приличные. Попробуем. Абсолютно непонятно, в каком он масле, что в каком-то, да, ни оливкового, ни подсолнечного масла я не чувствую. Довольно сухой. Да, прям кажется, что сухие-сухие кусочки, что тут какая-то ненатуральная нотка есть. Возьму кусочек багета, хочу попробовать отдельно масло. Вы знаете, я буду его перепробовать, потому что вообще никак не выражен вкус масла. Это основное. Номер 2. Тоже я не могу сказать, что я чувствую какой-то выраженный запах масла. Запах тунца, безусловно, чувствуется, а вот масла нет. По сравнению с предыдущим, кусочки покрупнее. Вкус тунца, безусловно, да, тоже немножко суховат. Немножко горчит, кстати. Так, попробуем масло. Масла нет насыщенного оливкового цвета, то есть сказать, что в каком оно масле, что это какой-то вот прям цвет у этого масла есть, не скажу. Наверное, по сравнению с первым, вот это больше похоже на то, что здесь все-таки оливковое масло. Хотя на вкус совсем неотличимо. Ну, пока выбирая между первым вариантом и вторым, я скорее предпочту вариант номер 2. Так, ну вот мы дошли до варианта номер 3. Просто душа радуется.
Смотрите, какая прелесть! Смотрите, какая прелесть! Какой потрясающий цвет оливкового масла! Это однозначно оливковое масло. Ой, тут даже уже тунца не хочется, уже хочется просто одно масло. Запах оливкового масла достаточно насыщенный, ну и, безусловно, пахнет тунцом. Относительно кусочков, довольно-таки большие кусочки. По крайней мере, они крупнее, чем в предыдущих двух. Да, это вкусно. Благодаря и оливковому маслу, и благодаря самим достаточно крупным кусочкам, богатый вкус, какой-то насыщенный вкус. Тунец не горчит. Мне нравится. Очень хорошее масло. И у меня закрадываются подозрения, что вариант номер 3 это консервы Галла, судя по цвету. Та-дам! Вариант номер 4. Также есть красивый цвет у масла, как вы видите, большие кусочки. И вы знаете, по цвету этот тунец мне нравится гораздо больше. У него даже какой-то розоватый оттенок. Вот если присмотреться, кажется, что он очень нежный какой-то. Очень нежный, очень вкусное масло. Но вы знаете, мне кажется, немножко солоноват. Я не скажу, что это портит. Нет, не портит совсем. Может быть, даже для салата это и очень хорошо, идеально. Давайте пробовать масло. Да, видно, что оно насыщенного цвета. Пробуем. Кажется, что это хорошее оливковое масло. У него очень-очень тонкий аромат. Не такой насыщенный, как в предыдущем, а более тонкий. Вот мы и дошли до 5-го места. Вот такой тунец у нас на 5-м месте по дегустации. Пока пробуем, смотрим. Запаха масла я не чувствую, чувствую только запах тунца. И надо сказать, тут тоже очень мелкие кусочки, такие как в первом номере и в номере 2. И да, кстати, очень важный момент, что в отличие от номера 4, где мясо тунца было нежного розоватого оттенка, здесь попадаются части, которые находятся близ желудка, более темные части. Не то чтобы это было очень плохо, но и не то чтобы очень хорошо. Так, пробуем. Удивительно, но не могу сказать, что тунец какой-то неприятный или сухой. По вкусу абсолютно нормальный. Скорее смущает, что действительно довольно мелкие кусочки. Нормальный тунец, в меру сочный, в меру соленый. Так, ну и пробуем масло обязательно. Нет, это скорее все-таки оливковое масло, но без какого-то ярко выраженного вкуса. Я бы его поставила где-то между 2-м и 3-м местом. Итак, номер 6. Так, что я могу сказать сразу? Очень прозрачное масло, практически невидное. Но по запаху скорее это оливковое масло, и также запах тунца присутствует. Кусочки довольно большие, и цвет самого тунца тоже приятно розоватый. Что я скажу сразу? Довольно соленый, нежный, мягкий, как-то сразу рассыпается на волокна. Не могу сказать, что плохо, но необычно. Прям распадается он на волокна, начинаешь, даже жевать не приходится, он сразу же как-то распадается на мелкие составляющие, хотя кусочки не такие уж и маленькие. Да, это определенно оливковое масло, тоже какое-то довольно нежное, масло вкусное. Ну что, друзья, мы добрались до номера 7, это последний в нашей линейке, смотрим. Ну что я вижу? Достаточно насыщенный цвет оливкового масла. Я вижу прям большие кусочки, длинненькие, как филешки. Ну и запах, понятное дело, оливкового масла. Мне очень нравится и цвет, да, такой слегка розоватый, и то, что очень большие кусочки. Это на самом деле, пожалуй, самые большие кусочки из всех, которые мы сегодня дегустировали.
Это очень вкусно. Тунец нежный, нет активного вкуса соли. Приятно то, что большие кусочки. Вкусно, вот прям с удовольствием. Хороший вкус тонкого оливкового масла. Не такой насыщенный, не перебивает вкус тунца. Ровно как и надо. Интересно. Очень интересно и очень достойно. Ну что, друзья, это, наверное, самый сложный выбор. Куда же поставить тунец номер 7? На какое место? Я не знаю. Потому что этот соленый, вкусное масло, нежный. Этот более сухой. Но большие кусочки. Вот 4 на 1 место, а 7 на 2. Давай, как ты думаешь, где что? Номер 4 биологика. Ты номер биологии, да? Да. Это Номер 3, мне кажется, что это гала. Потому что такое насыщенное масло, я знаю это масло, я им пользуюсь активно. Оно мне очень нравится, и я его узнаю в этих консервах. Давайте скажем прямо, я не могу определить, какое из остальных 4 мест масло подсолнечное. Они все, к сожалению, не имеют ярко выраженного ни оливкового, ни подсолнечного вкуса и запаха. Это Вашка да Гама. Это консервы, которые производятся компанией на экспорт. И я сейчас понимаю, почему, если вот такое производится на экспорт, почему такое предубеждение перед рыбными консервами. Номер 2. Минерва в подсолнечном масле. Надо сказать, что тут я слегка, наверное, ошиблась, потому что, с одной стороны, Вашка да Гама были довольно нежными, но, судя по консистенции и если сравнивать вот их кусочки, да, здесь они явно крупнее, но все испортило именно подсолнечное масло. Повлияло на вкус, и, как вы помните, я говорила, что вкус слегка горчит под конец. Вот, очевидно, это та самая горчинка. И номер 1 на последнем месте, то, что меньше всего мне понравилось, консервы Пингадос. Они самые дешевые. Тут я угадала. Давайте сразу выделим, что среди первых 3 финалистов по соотношению цены и качества выигрывает Галла. За 2,48 вы имеете очень вкусные консервы в потрясающем масле. Оно действительно очень вкусно и очень качественное. Соотношение цена и качество здесь идеальные. Хочу также сказать, что в Португалии довольно часто бывают в супермаркетах скидки. И, например, 20-30% скидка вы получаете шикарные консервы за совсем небольшие деньги. Среди второй группы как стоили консервы производства компании Пингадос евро 16, но они, к сожалению, так и стоят, и не рекомендовала бы их кому. Консервы Вашка да Гама, ну это слезы, конечно. Нет никакого соотношения цены и качества, не стоит, не рекомендую. Бон Пятишка имеет право на жизнь. Однозначно, точно так же бывают скидки, и если вам, в принципе, не важен размер кусочков, вы можете использовать это в какие-то салаты, в пасту, в ризотто, я не знаю, в какие-то намазки. Это вполне хороший продукт, и из второй линейки я бы его выделила больше всех. Ну и что я хочу сказать, для салата нисуаз я бы предпочла вариант номер 3, который оказался на 2-м месте. Это тунец компании Гала, напоминаю. Он идеален для этого салата. Я планирую использовать в нем оливковое масло и насыщенный вкус оливкового масла, нежный вкусный тунец, то, что нужно. Что касается варианта номер 1, то мне кажется, что он идеален как самостоятельное блюдо для завтраков. Его прекрасно можно класть на хлеб с авокадо, с яйцом. И мне кажется, что эти кусочки нежные, сочные и хорошее масло – это то, что нужно для начала хорошего плодотворного дня. И если вам нравятся наши ролики, то, пожалуйста, смотрите наши видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всех люблю и пока-пока! А как мне, что мне с ним делать? Я не знаю.
Ну, конечно,